человеческая сущность такова, что всегда мало. Сколько ни давай, все равно хочется еще больше. И второй момент это то, что к хорошему ты привыкаешь быстро. Когда какие-либо изменения, либо твои обстоятельства становятся хуже, то это моментально тебя выводит, да, из себя, и тебе кажется, что тебя где-то кинули, к тебе где-то плохо отнеслись, и что-то, да, кто-то, неважно, это правительство, либо человек сделал что-то не так, то есть сделал тебе хуже. Это видео про то, что, например, да, на программу ARP для украинских беженцев в Ирландии потратили уже 272 миллиона. Это только на программу ARP. Мы не считаем все остальные расходы, которые были сделаны, да, центры, там, питание и все остальное. То есть много чего было сделано. Понятное дело, что в 2025 году уже не такая мощная поддержка, но факт остается фактом. Если программу ARP, да, продлят на год, еще до марта 2026 года, то по факту там будет, наверное, сумма около 350 миллионов, да, евро потратят на вот эту вот прекрасную программу для украинских беженцев. Я к тому, что все мы, да, кто жил в Украине, никогда, я думаю, даже и не задумывались, и даже никакого даже не было, никаких даже разговоров о том, что взять у государства, что попросить у правительства, какой-то помощи, какое-то жилье. Мы всю жизнь рассчитывали только на себя, только, мать его, на свои силы. Вот полностью. Я из шахтерского городка, и большинство шахтеров, кто мантулил в шахте, то еще имели какие-то подработки. Кто-то там умел, да, трубы паять, кто-то по гипсокартону, кто-то плитку ложить, у кого-то был гараж, кто-то там механиком подрабатывал, да, когда были выходные, кто-то рыбалка занимался и рыбку продавал, кто-то раков ловил. То есть вы поняли, о чем я говорю. То есть у всех была основная работа и куча еще людей, которые шабашили, чтобы лишнюю копейку домой принести, ремонт сделать, купить квартиру, машину и так далее. И ни у кого даже мысли не было рассчитывать на государство. Никогда в жизни никто в Украине знал, что если не ты сам своими руками, ногами, либо головой, да, либо все в комплексе, то никто за тебя не решит твои проблемы, никто тебе не поможет финансово. Никогда. Никогда тебе никто не даст жилье. Такие огромные выплаты. У нас в Украине выплаты по тому, если ты не работаешь, да, по безработию. То есть это, когда я, последнюю сумму, которую я помню, это 3000 гривен. То есть это даже не 100 евро было. То есть вы понимаете, какой уровень, да, поддержки был от государства для тех, кто потерял работу, либо тот, кто не может найти работу. Про какие-то программы типа ARP, там, хабов, которые есть, да, в Ирландии, социальное жилье, я вообще молчу. Ни у кого даже мысли не было задуматься об этом, что у государства можно что-то попросить и взять. Понимаете, да, этим воспользоваться и этим пользоваться годами. Украинцы в Ирландии уже некоторые больше 3 лет живут. И многие так привыкли к этой программе ARP и ко всем остальным преимуществам, да, плюшкам, бенефитам, выплатам, что они уже даже, у них уже, понимаете, хорошее заменяет плохое. И когда у тебя обстоятельства были в Украине одни, а приехал ты в Ирландию и стал, грубо говоря, да, королем жизни, ты стал тем, что можно не работать, можно ни черта не делать, жить по ARP, получать выплаты, там 250 или сколько там, 260, да, евро в неделю, там плюс-минус, я точно не знаю, какая сумма. И просто себе спокойно жить. Сходил там в Интрево, что-то там поговорил, отметился, и все. И за годы вот эти проведенные, да, в таком вот комфорте, человек уже не хочет смотреть на другие обстоятельства. Он не может понять, он даже не может себе представить, как это отменит программу ARP. А что я буду делать? Я что, сам буду снимать жилье? Как это возможно вообще, в смысле? Government, правительство Ирландии, алло, вы что, меня ущемляете? Вы что, меня дискриминируете? Как это возможно? Я возмущен. Вот такая вот позиция. Это будет не только по программе ARP, по выплатам, по снижению. Не забывайте, ребята, все, кто получает джобсикера, чтобы получать полную ставку по джобсикеру, нужно 2 года отмантулить в Ирландии официально. А все, кто не отмантулил 2 года, вы получаете только 50%, должны получать только 50% этой ставки, то есть этих выплат. Многие даже этого не знают. Они не понимают, что когда временная защита закончится, то все правила будут официально работать, как и для всех остальных.
остальных мигрантов, которые приехали сюда, беженцев и так далее. Украинцы сейчас выходят за скобки, мы все просто перепрыгнули это. Все инвалидности, все пенсии, все эти огромные суммы, никто даже о таком не мог мечтать в Украине, никто не требовал, потому что все знали, что нужно самим копить, откладывать, работать, заниматься, пахать. А здесь все максимально расслабились. Не все, конечно. Есть те, кто с первых дней работает, снимает сами жилье, пооткрывали уже бизнесы и двигаются в правильном направлении. Но большая масса, да, это не только касается Ирландии. В Германии такая же ситуация. Там, где много плюшек, там, где хорошая, да, социальная помощь и бесплатное жилье, там максимально люди, то есть я имею в виду украинские беженцы, расслабились. И это правда, не то, что там какая-то моя фантазия. Расслабились, и теперь есть и правительство делает какое-то снижение, урезает что-то, то сразу начинает, как говорится, гнать, да, начинает осуждать, начинает критиковать эту страну, это правительство. Не забываем, что у нас временная защита, и что нам эти все страны, Ирландия, Германия, неважно, что это Испания, Италия и так далее, там Норвегия и все остальные страны, они нам ничего не должны, мы не являемся ихними гражданинами, просто гражданами не являемся. Мы не можем требовать от них от слова ничего. И я наблюдаю такую, да, вот, ну, переписки, там, перепалки в интернете, и смотрю, и вообще так, в частных разговорах, многие реально привыкли так ко всем вот этим вот плюшкам, ко всем вот этим программам, что они не понимают, как это, нас что, бросят на произвол судьбы, как мы будем без АРП, как мы будем без выплат, как мы будем это, а какой смысл работать, если все деньги буду отдавать на аренду? Ребята, вот так вот живут в Европе. Европа это не рай на земле, здесь нужно пахать. Здесь люди реально, многие живут просто от зарплаты до зарплаты и пользуются кредитками, чтобы где-то что-то купить, где-то что-то куда-то поехать, отдохнуть. У них налика, у них сбережений никаких нету. Они живут всегда впритык. А мы привыкли, теперь многие привыкли здесь, в Европе, пожив на халявных харчах, можно так сказать, что это рай, и что этот рай будет продолжаться постоянно. Я вас всех огорчу, ребята. Нет, этот рай не будет продолжаться на постоянной основе, и нужно готовиться всегда к худшему. И не нужно, когда все отменится, не нужно как-то плохо отзываться, например, о Ирландии. Ирландия это прекрасная страна с прекрасными людьми, с прекрасными просто видами, да, с прекрасной атмосферой. Да, погода не очень, но это компенсируется всем, экономикой, людьми, это все реально компенсирует. Ты чувствуешь себя безопасно, комфортно, ты видишь, что люди толерантные, они понимают твою ситуацию, но не нужно залазить на голову, свешивать туда с головы, да, на шею садиться, свешивать ножки и начинать командовать и указывать, кому что делать. Становитесь сами на ноги, работайте, зарабатывайте и будьте счастливы. А вот то, что я сказал в начале, что Ирландия уже потратила 272 миллиона евро на программу АРП, это огромная сумма. Огромная сумма. Я думаю, с помощью вот этой суммы можно было решить полностью проблему с теми бездомными и с теми людьми, которые являются в Ирландии, ну, в смысле, в статистику входят бездомных, а их уже больше 15 тысяч. И они помогают не своим гражданам, а помогают украинцам, которые приехали за 3000 километров. И многие ведут себя не слишком культурно, толерантно и добродушно. Я считаю, что мы должны реально отдавать добро, мы должны стараться вести себя нормально, позитивно и главное понимать, что большинство из нас здесь временно. Если вы не смогли здесь себя реализовать и зацепиться, то не удивляйтесь, когда все отменят, да, что придется вернуться домой. И еще один факт, который меня бесит. Многие, да, вот хорошие отношения, да, вообще такое слабое какое-то, ну как сказать, тут толерантность, да, то есть многие вот это ощущают как доброту многие, да, как будто за слабость, да, воспринимают. Запомните, нет. Никогда не нужно вот эту вот доброту воспринимать за слабость. Ирландцы очень сильные, очень умные, толерантные и понимающие. Но когда они видят, что грань уже за чертой, то, поверьте, они сделают все
то, что нужно. То есть они любого человека, любую нацию поставят на место. Так что, ребята, мои любимые друзья, мои любимые украинцы, будьте толерантны, будьте позитивны и, пожалуйста, прекращайте уже жить за счет правительства, потому что вот это АРП и все остальное, это эксклюзив, который давался в ограниченный период времени. Мы должны все понимать, что нужно отвечать за себя, мы должны отвечать за себя сами, как это было в Украине. В Украине мы не требовали от нашего правительства, от нашего гавермента, от всех наших депутатов ничего, потому что мы знали, если не мы сами, никто за нас не решит наши проблемы, никто не даст нам ни жилья, ни работы, ни хрена. И мы как-то жили, выживали, еще и покупали и ремонты, и путешествовали, и отдыхали. А здесь просто все расслабились. Так что я веду к тому, что вот это все расслабление, оно плохо влияет все-таки на человека. Когда человек в жестких условиях, он реально быстрее ассимилируется, быстрее начинает двигаться, быстрее находит работу и быстрее начинает шевелиться. Так что всем я желаю раздвигаться, расшевелиться и начать все-таки реальную жизнь в Ирландии, а не вот эту вот в кавычках beautiful life, которая не является основой. Это неправда. Реальная жизнь в Ирландии, она абсолютно другая. Так что смотрите правильных блогеров, подписывайтесь на правильные каналы, на мой YouTube канал «Моя ситуация», подписываемся, там очень много позитива, хороших новостей, хороших полезных роликов, которые вы там найдете. Всем добра, позитива, всегда на связи, держу в курсе.